Друзья мои, всем огромный привет! Открывает бутончики орхидейная милота. Это вам показываю из храма орхидею, когда-то мне врученную на восстановление. Один цветонос и вот здесь второй. Наконец-то она прям показала такой нехилый потенциал, девочки. Два цветоноса, ну такая вот а-ля сакура, да? Такая вот простенькая, не крупный цветочек, мультифлорочка. Я рада, что я ее восстановила, что все хорошо. Есть еще одна, но она пока только набирает бутончики. Здесь у меня, конечно же, будет первое цветение недавно купленных азиатских подростков. Вот один, вот второй. Смотрите, какие интересные бутоны готовит. Вы угадали, кто это? Вот с таким серебряным листиком. Кто угадал, напишите в комментариях. В общем, а-ля паучок. Блин, я сама забыла, как он называется. Поэтому говорю, угадайте в комментариях. Он корни даже растит. Так. В общем, девочки, вы прочитаете. Я что-то плохо вижу. Ну, красавец. Красавец. И думаю, цветение вообще будет вау. Учитывая тот факт, что на этом стеллаже редко бывает освещение, то, конечно же, он молодец. Первое цветение на 4 бутончика будет. Слушайте, ну вот один бутончик у кота воробья. Жора, что случилось? Жор, иди помогай мне делать обзор. Кот воробей, конечно же, он вообще молодец. Я вам показываю его часто. Он очень красивый. Вы знаете, вроде как не крупный цветочек, но очень-очень такой симпотный. Бабочка. Уже второй раз бабочка. Сидит в плагроне. Так, девочки. Очень странная метаморфоза произошла у меня на фаленопсисе, который цветет второй раз домашним цветением. Вот видите, вот цветоносик прошлого сезона и вот новый цветонос. В прошлом сезоне вон с той стороны арома 68 процвела такими тюльпанчиками. Пилоричная такая. Маленькие тюльпанчики. Гляньте, что она мне в этот раз выдала. Я так понимаю, что это полубабочки, да? Раскрыла только пока два цветочка, два бутончика. Девочки, гляньте. Ну, это просто. Посмотрите на это чудо-юдо. Это пилоричная арома 68, которая в этом сезоне совсем не пилоричная. Представляете? Что это такое? Но все равно она милая. Вот эта неоновая серединка вокруг колонки, она милая. И вот это, знаете, ушко странное. Смотрите, но не хватило мне чернил, и карандаш сломался. Представляете? Гляньте, этот акцент звериного принта на петали. А здесь тоже на петали, только на нижней, видите? Я в шоке. Типа должна была быть как бы трилипсом или что, я не могу понять. Я как увидела на днях, думаю, девчонки, надо вам показать вот эти вот интересности. Вот вам и орхидеи с мутацией. Так, ну это не все. Это не все, чему я сегодня удивляюсь. Так, из нормального Woolocation открывает свои тюльпанчики. Ну тоже, смотрите. Кто-то его погрыз. Я уже, когда увидела его бутоны, когда он формировал их немного, 5. Но знаете, в прошлом сезоне, по-моему, вообще было 3 или 4, но уже 5, уже победа. Короче говоря, я подумала, глядя на бутон, думаю, что ж это будет такое? Язычок выглядывает у бутона. Думаю, боже, что ж мне ждать? Но, слава богу, как и был, остался пилориком. Но мне показалось, девочки, что пилорик немножко более такой круглый, как это вам сказать? Мне кажется, в прошлом сезоне
Его форма была более какая-то, вот эта часть была более вытянутая. Такой был немножко другого вида, был цветочек. Ну, не могу объяснить, ну как-то вот он был как тюльпанчик такой длинный, а сейчас вот он какой-то такой, ну не такой, короче. Все в этом году не такое. Из-за отсутствия света, из-за теплой осени, вообще не знаю. Сукупность факторов. Короче, все воедино собралось и получилось, что получилось. Так, и что еще меня сегодня удивило? Это вот вчера у меня открылся вот такой букет. Понимаете? Ушли вот здесь, там, где не было доступа света, вот поуходили бутоны, скинула она. А то, что она оставила, это красота. Это выглядит, девочки, вот так. Я не знаю. Ну, тут явно трилипс, да? Хотя вот слева эту губу мы видим. Видите? А вот справа, в общем, что-то непонятное. Вот в этом году что-то непонятное. В прошлом году была красота. В этом году вот такая метаморфоза. Спросите, кто же Аня это такой со странностью? А это Бургунди, OX Бургунди Пилорик. Девочки. Да, в прошлом году, по-моему, был один бутон, но он был нормальный, красивый. Я еще сравнивала с кружевами Виктории, они немного похожи. Но что он тут наваял в этом году? Ну просто обняться и плакать, девочки. Ну хай цветет. Ну что я его? Такая кракозябра. Его как-то повело, ну геть. Посмотрим, что этот бутон приготовит. Вот единственный вот этот остался, да. Думала, будет на краешке. Пока вот вертела, сбила уже. И вот тут два бутона тоже осыпались. Ну вот не было света, и вот с этой стороны бутоны не сформировались. Хотя другие, например, вот эти красотуны, и вот, ну этот вот тоже, смотрите, ничего не осыпал, все нормально. Видите? Первое цветение, без всякой вот этой заморочки, без всяких ужасов и метаморфоз. Это Joy Angel Voice панда. Хорошая, красивая панда. Прелестная панда. Вот, смотрите. Хороший, красивый. Там, кстати, вижу орхидею, у которой неправильно желтится лист, девочки. Сас! Такое увидела. Что такое? Что там уже такое? Наверное, где-то там чернота. Отпал лист. Вот видите, там что-то есть. Надо будет, короче, взять топсин, подлезть и подмазать топсинчиком. Сделать кашицу и подмазать. Спросите, кто это вот такой молодец, который даже в таких же условиях ничего вот такого не выкинул? Это прекрасный Hot Kiss. Сейчас я вам покажу этого прекрасного парня азиатского. Девочки, сейчас вниз поставлю. Прекрасный красавчик азиатских биглип Hot Kiss. Вот такой молодец. Видите? Чернильный такой. Очень, ну просто вообще. И даже отсутствие, частое отсутствие подсветки, освещения его в принципе не смутило. Хотя он еще тот товарищ. Так, все, сильно не буду его прям... Хочется вот так вот. Единственное, что цветы, конечно, в разные стороны, но это можно понять. Цветок такой классный. Мне нравится. Выгнутый такой. Навстречу ветру и приключениям. Вообще клевый. Вот он нормально расцвел. Ну, а здесь вот непонятно что. И вот знаете, вот бутоны наращивает Санта-Клаус. Биглип. Причем он два цветоноса. Тут мне приготовил вот второй цветонос. И вы знаете, я не знаю, что с этого получится. Но я вот сегодня смотрю, первый бутон начал открываться у него. Но он, девочки, какой-то мелкий.
Ну, подожду, пока откроется. Но это же биглип, и он цвел такими, ну, среднего размера цветочками. А сейчас и бутоны какие-то мелкие, и все такое мелкое. Короче, не знаю, девочки. Не знаю. Юкидан тоже открывает у меня здесь уже второй бутончик. Юкиданчик. Это веточка Патрика. Идет, вон Патрик стоит там в глубине. Патрик. Листик растит. Красавчик. Идет к окну прям так. Чик. Посмотрим, как он. Что он нам приготовит. Бутон у Патрика вот сейчас, девочки, вот такого интересного вида. Ну, вот все говорят про вот эту горбинку. Вот она, горбинка. Ну, не знаю. Ну, а здесь все в порядке. Здесь мой Измаэль, красавчик. Красавчик-сарафанчик. На 4 цветочка. Блин, какая она необычная. Здесь бабулетка Тамара растит. Свои мордочки, я их называю, такие мордочки. Цветет. Здесь, кто это у меня? Golden Apple. Смотрит в окно. Розочка, девочки. Каменная. Открыла цветочки. У меня там еще одна тоже начинает цвести. Та, которая у меня на реанимации. И тоже зацветает. И покажу вам еще один вариант розочки азиатской от Sony. Но она не бабочка, но мне кажется, тоже должна была быть бабочка, каменная роза. Но получилось, что получилось. Так, здесь у меня кимоно. Вот беспроблемная орхидея, так это кимоно. Вот она молодец. Растит себе в любых условиях свои цветоносы. Умничка. Черебом в этом году у меня не так старается, отдыхает. А кимоно, вот она всегда рада порадовать. Так, девочки, это любимчик публики. Да? Тоши. Тоши. Красавчик такой, яркий, с красивым язычком. У него, кстати, язычок похож, как у Майи. У Майи тоже такой розовый, яркий язычок. Даже больше, не у Майи, даже он более такой алый. Ну вот я что-то вот так для себя заметила, что у Майи и у Тоши похожие язычки такие, прям ярко-красные. Так, ну так вам показала эту роскошь. Ну вот это меня, конечно, девочки, прямо я в шоке. И сейчас покажу вам еще одну орхидею, которую мы будем с вами разворачивать. Я не знаю, что там она приготовила. Я только так сегодня глянула с тыльной стороны, что она расщелкнула бутон. Это тоже орхидея с мутацией, но что будет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Я вам покажу сразу здесь одна из Тайсук Ан, бабочка. Молоденькая, вот она у меня здесь в плагрончике. Но она уже давненько, где-то, может, даже уже больше месяца открыла бутончики. И эта, и вторая, они у меня в плагроне. Тайсук Анна у меня хорошо растет в неорганическом компоненте в моих условиях и цветет. Но цветут они что-то, и та, и эта, обе, короче, на 2 бутона. Так, и вот здесь у меня, я вижу, что что-то там у нас интересное. Это, по-моему, Diamond. Я, девочки, еще даже не брала. Просто я только что увидела, когда пришла снимать видео. А кто это у меня? Давайте посмотрим сначала, как называется. Dream Diamond. Так, девочки, сейчас я... Там Жорка ломится. Не может дверь открыть. Хочет, но не может. Так, я вот так увидела сегодня. И я разворачиваю. Да, Жорочка, сейчас открою. Dream Diamond. Вот, девочки, мне повезло, да? Поздравьте меня, Dream Diamond, бабочка. Короче, я не знаю, может быть, это, в принципе, не редкость, чтобы Dream Diamond была бабочкой.
Ну заходи, заходи, как же без тебя, господи. Заходи, заходи. Будем делать обзор. В общем, как уже плакал. В общем, смотрите, девочки, какая красота. Я думаю, как же, я уже забыла, как она будет выглядеть. Даже не это вот. Да-да-да, посмотрел, все аккуратненько. В общем, она такая вот, кустик 2,5. Жорчка, ну зачем ты взял? Стащил прогрун. Стащил. Теперь будем сейчас кидать. Так, все, не отвлекаемся. В общем, девочки, будем считать, что плюс одна бабочка есть в коллекции. Ну, посмотрим, что... Ну что, на. Посмотрим, что она учудит в следующий раз. И что здесь будет на этих бутонах. А ну не разгрызай. Не разгрызай ты сюда. Можно только гонять, играться. Безобразник. Да он уже нервничает, я его должна на улицу выгулять. Так, девочки, все. В общем-то, конечно же, хотелось, чтобы бабочки были в нормальном виде. Давайте посмотрим на них. Ну, не вот так же. Вот эти красотки. А вот это, конечно, подвела. Ну, ничего. И вот это подвела. Решила стать бабочкой, но у нее что-то пошло не так. Этот тюльпанчик так и остался тюльпанчиком. Значит, устойчивая мутация. У Тамары тоже уже не первый сезон. И у, ну, вот так вот, да, бабулетка, пилорчик. И у Кимоно также все хорошо. И Тайсуки Анны хорошо. И даже кот-воробей нормальный. Ну вот что это? Вот здесь будут все время сюрпризы. И вероятно, что здесь будут постоянные какие-то непонятные сюрпризы. А вот, кстати, насчет моей... помните, она мне как-то хворала? Виктория Лейс. Я сейчас вам ее покажу. Она вот сейчас не цветет. Сейчас, девочки, малышня тут у меня это все. У меня Виктория Лейс отцвела, когда приехала. Вон, видите, там цветонос. Она по сорту все бабочка. И она как начала скидывать корни, как начала там вообще себя вести отвратительно. Видите, вот новый корневой рост у нее сейчас. И я ее, девочки, вот так в стакан. Корней было вообще с гулькин нос. Ну, вообще их не было. И я ее пересадила вот так в этот стакан в плагрон, девчонки. И вот она даже, когда корни скинула, она вот такой лист вырастила маленький. А теперь листик пошел в рост новый. И корни растут. И вот Виктория Лейс у меня на восстановлении в плагроне. Девочки, всех, кто у меня крутит носом, я в плагрон высаживаю. Жора! Жор, не надо, не нюхай. Пожалуйста. А, ты хочешь добраться до шарика? На, иди давай. На. Беги. Он пришел уже разобраться с хуткисом. В общем, всех, кто не слушается, кто не хочет расти и явно крутит носом, я в плагрон сажу. Тогда могу спасти, девчонки. Вот Виктория Лейс, я считаю, на данном этапе я вытянула за уши при помощи этого неорганического компонента. Без всяких фитилей, просто вот так. Может, кому-то будет на заметку, попробуйте. Как бы вот из таких вот желанных орхидей я вот делаю так. Вот у меня здесь есть в плагроне, которые мне вот достались на восстановление. У девочки пропали, вот она раздавала, да, и мне досталось. Ну, тут что-то я сильно ливанула, вижу. Но вот тоже и лист вырастила, и корни растит. И как бы те, которые были совсем плохи, они, конечно, и в плагроне ничего хорошего не вышло. Ну, вообще, да. И вы знаете, что я сделала? Я свою вторую гигантею тоже в плагрон посадила. Она скинула один лист, начала новый лист желтеть. Я думаю, так, давай-ка мы с тобой поэкспериментируем и поедем в плагрон. В общем, в плагрон посадила. И вот еще одна тоже из тех. Зачем ты разгрыз? Зачем ты разгрыз? Прекращай, Жорочка. Из тех, которые вот на восстановление у меня. Это, кстати, Формоза. Ой, девочки, сейчас скажу. Это какая-то такая интересная, даже лист у нее интересный.
Видите? Сальзман. Фортун Сальзман. Господи, очки не одела, девочки, ничего не вижу. Короче, тоже классная орхидея. Смотрите, у нее какой интересный кан темный по краю листа. Какая-то такая тоже клевая орхидейка. В общем, она у меня тоже тут на восстановлении в плагроне. И листочки наращивает. Все нормально. Короче говоря, мешочек плагрона у меня стоит в кладовочке на такие случаи. Вот смотрю на виолацею. Если она тоже будет как-то хворать, я, может, тоже ее в плагрон посажу. Так что как-то вот в плагроне оно может быть проблематичнее. Чаще надо летом поливать. Но сейчас нормально. Сейчас нормально. Есть на пересадку. Вот, смотрите, от Тамары детка. Вот от этой вот Тамары детка, которую я себе оставила. Девочки там просили, писали, девчонки, ну это я себе дубль оставила. Нельзя такой красоты иметь в единичном экземпляре. Надо побольше иметь. В общем-то, корни были не растущие. И вот смотрите, девочки, в плагроне, видите, растет корешок. Один. Так. И вот второй. Видите? Так что я ее... С вами снимали мы с цветоноса. Она такая малявочка, 2 корешка. Но она в плагроне нормально. Уже 2-й месяц, да, пошел. Все хорошо. В плагроне сидеть. Все отлично. Так что... И вот воробей тоже у меня как-то носом крутил. В плагроне тоже нормально сидит. Прям в банке. Нормально, короче. Вот с хоями похуже. Надо полить. Что-то они уже пересыхали. Вот это, например, в плагроне. Тут что-то вообще ничего не выходит. Белла это. Ну, ладно, это уже другая история. Я вам показывала эту Беллу, которая не хочет ничего вообще. Так, все, девочки. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Я рада, что у меня плюс еще одна бабочка красивая. Видела пышное цветение у девочек на канале. Такая она прям вау-вау, красотка. Ну, действительно красивый цветочек. Dream Diamond прям такая суперская. А ну, давайте сейчас сразу посмотрим на ее развитие в плагроне по корням. Ну, вот, смотрите, как она развивается. Да? Вот здесь. Ну, сейчас начала цвести и корневой рост остановила. Ну, вообще неплохо, неплохо. Так что, у кого не получается в коре, пробуйте плагрон. Это керамзит фирмы Плагрон. Ищите в интернете, так и пишите плагрон. И вам выйдут сайты, на которых продается. Кто-то продает на развес по килограмму, там как-то ручная фасовка из большого мешка. А я взяла сразу. Есть мешок 10 килограмм. Жора, я начинаю нервничать. А есть мешок 50 килограмм. Вот 2-й раз у меня покупка была 50 килограмм. Вы видите этого красавца, пахнущего парфумами? Жора, я понимаю, что теперь тебе надо уже и кору, и все. Все, покажи девочкам, какой ты красивый после груминга вчерашнего. И все. И прекращай. Все, нельзя. Вон уже везде кора, девочки. Все. Говори всем пока. Скажи, я сейчас иду гулять. Да? Жора пойдет гулять? Пойдем гулять? Пойдем гулять, попой вилять? Да? Пойдем? Ты идешь гулять? Сейчас побежит шлейку свою искать. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого наилучшего. Всем позитива в ленту. Пока-пока.